Наконец-таки это случилось. Саньоль объявил 24 фамилии грузинских футболистов, которые приедут, чтобы добывать путевку на чемпионат мира. Первый в истории для сборной Грузии. Первый матч совсем скоро. Ну а мы разбираемся с фамилиями. Погнали! Друзья, всем привет! Время идет, двигаюсь я. Посмотрите, за мной прекрасный дворец Дадиани. Я сейчас нахожусь в Зугдиде. Здесь флаг Грузии развивается. Мне кажется, нет лучше места, наверное, чтобы записать это видео с заявкой сборной Грузии. Буквально недавно она стала нам известна. И, давайте по порядку. Давайте сейчас так успокоимся, выдохнем, поставим лайк этому видео. Потому что, когда 1000 лайков это видео наберет, я сниму следующее, сразу же обещаю вам. Ну и хочется набрать 20 тысяч подписчиков. Посмотрите, сколько сейчас. Цель близка. Мы уже на пути к ее решению, поэтому, друзья, подписывайтесь, если еще нет. А я на фоне развивающегося вот этого красивого грузинского флага продолжу про заявку сборной Грузии. Но давайте начнем с того, что все мы люди, и Вилли Саньоль тоже, конечно, человек, он хоть и француз, он не грузин, но у него есть обычные человеческие чувства. И вообще я бы вот свой разбор именно с этого начал. Почему это важно? Потому что 1 сентября все футболисты собираются, 4 сентября первый матч против Турции, 7 сентября матч против Болгарии. Всего 7 дней. Вы понимаете, что наиграть что-либо просто невозможно. Это физически невозможно. Никакой человек это не может сделать. Может быть, чат GPT, какой-нибудь сверхкомпьютер или робот может что-то придумать. Но здесь времени мало и тестировать некогда. Матч против Турции, какие к черту эксперименты. Надо побеждать. Вы про это писали в комментариях многократно. И мне кажется, споров здесь быть не может. И учитывая это, мне кажется, стоит вообще смотреть на заявку сборной Грузии. Во-первых, Саньоль будет приглашать тех, кого он прекрасно знает. Потому что за 3 дня сейчас интегрировать нового человека в эту команду, чему-то его там обучить, это просто невозможно. И состав тоже в таких матчах не до экспериментов. То есть сейчас проверять какие-то сочетания, что сработает, что не сработает, не вариант. Время экспериментов было в июне, когда было 2 товарищеских матча, пусть были Фарера и Кабо-Верде, но, знаете, тогда как раз-таки проверять можно было. И я сейчас вам расскажу тоже интересные наблюдения из тех матчей, которыми хотелось бы с вами поделиться. Еще один момент, о котором хотелось бы сказать, что Грузии не надо будет никуда лететь. Это, мне кажется, неоспоримое преимущество, потому что, игроки сейчас будут собираться из разных чемпионатов, из разных стран, но они все прилетают в Тбилиси, они там тренируются, там команда проводит 2 матча. Несмотря на короткие промежутки, никуда лететь не надо, и, мне кажется, прекрасно. Это вообще будет плюс и возможность адаптироваться к климату, потому что, повторюсь, из разных концов Европы игроки прилетают, и больше времени потратить на восстановление и на подготовку к самим матчам. Давайте для вашего удобства я весь состав зачитаю, а вы, кстати, можете писать в комментариях, например, кого не хватает в этом составе или кто вы считаете незаслуженно попал в эту заявку. Обсудим в комментах, я буду только за. Итак, вратари: Георгий Мамардашвили, Ливерпуль, Англия, Лука Гугишашвили, ПАОК, Греция, Давид Кереселидзе, Дила Гори. И давайте я сразу буду комментировать. Вот 3 вратаря, казалось бы, Георгий Мамардашвили, несомненно, первый номер. Кто будет с этим спорить, в каком порядке он в Ливерпуле играет. Но давайте посмотрим на статистику его, как и Гугишашвили. Эти 2 парня, они еще ни одного официального матча не провели в своих командах. Да, чемпионаты только стартовали, и все это недавно только началось. ПАОК играет в квалификации Еврокубков, Ливерпуль еще не играет, но тем не менее. Когда вообще в последний раз Мамардашвили выходил на поле, проводил полноценный матч? Это было в начале августа, в предсезонке Ливерпуля. Сыграл он против Атлетико из Бильбао. Потом у Ливерпуля было 2 матча АПЛ, и там Мамардашвили не играл. Будет еще один матч АПЛ в ближайшие выходные, но я сомневаюсь, что и там он появится. Поэтому, конечно, вопрос, в какой он, знаете, не то чтобы в форме, я не сомневаюсь, что Мамардашвили в хорошей форме, но в каком он игровом тонусе, потому что матч с Турцией – это игра, где нельзя ошибаться. Это игра, в которой очень много будет зависеть от вратаря. Вот ответ на этот вопрос я не знаю. Смотрим дальше. Гугишашвили, ПАОК, тоже не так давно перешел. Адаптация наверняка происходит, все-таки чемпионат Греции – это другой уровень, Еврокубки, но тоже Гугишашвили не сыграл ни одного матча за свою новую команду, и получается, что сейчас, по крайней мере, вот так вот на бумаге, в наилучшем тонусе находится
Давид Кириселидзе из Дила Гори, который играет регулярно и в чемпионате в Грузии, и играл в Еврокубках. И вообще летом очень много матчей провел, но тем более для Еврокубков это всегда уровень выше, чем чемпионата Грузии. Я думаю, тут спорить никто не будет. Но кто может представить, что Вилли Саньоль в добром уме и здравии поставит в ворота именно Кириселидзе? Я в этом совсем не уверен. Идем дальше. Защитники. Гурам Кашия, Слован, Словакия, Отар Какабадзе, Краковия, Польша, Иракли Азаров, Шахтер, Украина, Лука Лочошвили, Нюрнберг, Германия, Георгий Гочулишвили, Гамбург, Германия, Саба Гугличидзе, Удинезе, Италия и Саба Хватагиани, Макаби Нетанья, Израиль. Давайте разбираться здесь. Что тут интересного? Ну, во-первых, отметим два грузинских Сабы, Хватагиани и Гугличидзе. Футболисты, которые совсем недавно тоже поменяли команды. Один перебрался в итальянский Удинезе, другой в Макаби из Нетаньи. И, тоже здесь идет процесс адаптации. Например, Саба Гугличидзе вообще еще даже и тайма не сыграл за свой Удинезе. Было всего 2 матча, да, но тем не менее он вышел на замену в кубковом матче, а во второй игре вообще не выходил на поле. И ставить его в старте против Турции, против Гюлера и других, например, Кинана Йылдыза, против таких мощных форвардов, не знаю. Что касается Хватагиани, он сыграл как раз-таки 90 минут за Макаби из Нетаньи, он играл на молодежном Евро, как будто бы он должен быть готов лучше, но чемпионат Израиля тоже стартовал совсем недавно. Другое дело, это Гурам Каша и Отар Какабадзе. Это футболисты, которые регулярно за свои клубы играли. И Какабадзе с Кракови сейчас хорошо идет. Какабадзе там капитан, постоянно играет, дает голевые передачи, сам забивает. Мы это подробно, кстати, в видео про состав сборной Грузии разбирали. Ну и, наверное, еще насчет кого есть переживания, это Иракли Азаров, классный футболист, сам лично видел его на молодежном Евро, был одним из ведущих футболистов молодежной сборной Грузии. Но что сейчас? Он играет за Шахтер, но не играет скорее, а сидит на скамейке запасных, и тоже есть сомнения, насколько он будет готов к матчу с Турцией. Есть еще Лука Лочошвили и Георгий Гочулишвили. Это футболисты Нюрнберга и Гамбурга. Вот они выступают в Германии. Лочошвили играет постоянно, по 90 минут. Я думаю, он в хорошем тонусе. Но вот мораль, настроение – это вопрос. Потому что Нюрнберг начал неудачно, проигрывает все подряд. Уже 4 поражения, 1 в кубке, 3 в чемпионате. Но тут, наверное, Саньоль может его взбодрить и привести с точки зрения морали и настроя в наилучшую форму. Я в этом плане во французского тренера верю. Георгий Гочулишвили – это игрок правого фланга, там же играет Какабадзе, поэтому не знаю, какой выбор сделает Саньоль, но, на мой взгляд, пока Какабадзе, конечно, должен выходить в старте. Идем дальше. Всегда, вы знаете, мне нравится, что на сайте Грузинской Федерации футбола не выделяют полузащиту и атаку, а вот все вместе полузащита / атака. Давайте разбираться. Отар Китаишвили, Штурм Австрия, Георгий Кочурашвили, Спортинг Португалия, Анзор Меквабишвили, Университатя Краева Румыния, Ника Гагнидзе, Колос Украина, Владимир Мамучашвили, Торпедо Кутаиси Грузия, Нодар Ломинадзе, Эштарил Португалия, Георгий Цитаишвили, Мец Франция, Георгий Абуашвили, Мец Франция, Зорико Давиташвили, Сент-Этьен Франция, Саба Лобжанидзе, Атланта Юнайтед, США, Хвича Кварацхелия, ПСЖ Франция, Буду Зевзевадзе, Хайденхайм Германия, Георгий Гуляшвили, Сараево, Босния и Герцеговина и Жорж или Георгий Микаутадзе, Лион, Франция. Вот такая линия атаки. Что здесь можно сказать? Что я хотел бы отметить? Наверное, 2 вопроса, которые сейчас мучают грузинских болельщиков. Во-первых, в какой сейчас форме, в каком состоянии Хвича Кварацхелия? Давайте вспомним, что у него было по факту в новом сезоне. Был клубный чемпионат мира, где Хвича неплохо выступил, но там уже был провальный финал, где весь ПСЖ очень плохо сыграл. Потом длинный отпуск, неделя тренировок и матч против Тоттенхэма, где Хвича играет 60 минут, его команда уступает 0-2, его меняют. Потом в матче чемпионата Франции с Нантом он остается в запасе, выходит в концовке встречи, там чуть-чуть больше 10 минут он сыграл, ПСЖ выиграл 1-0, а на следующий матч Хвича вообще остается вне заявки, не потому, что он как-то там плохо играет, а, по крайней мере, Саба Сапанадзе записал про травму. Давайте Сабе поверим, но как будто бы он должен вернуться. И вот матч с Тулузой еще будет у Парижа.
И если и там Хвича ничего не покажет, ну, это будет очень тревожно. Пишите, верите ли вы в то, что Хвича будет в порядке к матчу сборной. У меня, честно говоря, есть большие сомнения. Но, вы знаете, давление на Саньоля постоянно по поводу Хвичи. И на Евро говорили, что вот он не готов, а ты его ставишь. А в итоге, кто затащил в матч с Португалией, я думаю, вы прекрасно помните. Другой вопрос, кто заменит Георгия Чиквитадзе, потому что Георгий травмировался, он не играет за Уотфорд, и, видите, в заявке его нет. Если кто вдруг потерял Георгия, не может понять, а где он? А он травмирован и, к сожалению, не сыграет. И вот что делать Саньоль? Я не думаю, что он как-то будет перекраивать полностью схему, но давайте мы сейчас с вами пофантазируем. Есть Зурико Давидашвили, который играет за Сент-Этьен в Лиге 2 французской, там забивает и вроде бы неплохо выглядит. Но, опять же, знаете, в матчах такого уровня за сборную он себя еще не проявлял. Есть Владимир Мамучашвили, который игрок центра поля скорее, и, наверное, направо его ставить, знаете, как-то сужать область его действия, ну, тоже не самый лучший ход, который можно было бы придумать. Саба Лобжанидзе, ну, теоретически, да, это возможно, но, знаете, он нестабилен, и мы видим это в матчах МЛС, где Саба то появляется в старте, то не появляется, то забивает, то не забивает, и скорее это игрок, наверное, замены. Есть еще Георгий Гулиашвили, которому я лично отдаю предпочтение в этой схеме, ну, во-первых, потому что он уже был как раз-таки летом в товарищеских матчах, и если до этого Вилли Саньоль просто говорил про Георгия, что игрок перспективный, игрок опасный, что его надо проверять в действии, то сейчас этот игрок уже сыграл за сборную Грузии. Саньоль видел его возможности, пусть он не забил, там не отдал голевых, но этот футболист способен выходить в старте и способен доказывать на самом высоком уровне. Пусть Сараево сейчас в чемпионате неудачно стартовал, из Еврокубков вылетел, но Георгий там играет, он периодически выходит с капитанской повязкой, поэтому я думаю, что ему вот это место в старте доверить можно. Два дебютанта этой сборной – это Нодар Ламинадзе и Георгий Абуашвили, футболисты, которые проявили себя на молодежном Евро и потом пошли на повышение. Сейчас Нодар играет уже в чемпионате Португалии в клубе Эшторил, и мы ждем там дерби португальское, когда Спортинг сыграет с Эшторилом. Я напомню, что за Фамаликан еще играет Отто Мамагеишвили, поэтому там дерби даже будет еще больше. Так вот, Нодар играет с каждым матчем все больше, но пока всего было 2 матча, и вот в первом он сыграл там буквально тайм, во втором уже побольше. Я думаю, что он тоже форму набирает. Техничный футболист, мне кажется, потенциально он может заменить Чиквитадзе в старте, но нужно чуть-чуть времени. Хотя, знаете, на молодежном Евро он мне понравился, там и гол забил, и, в принципе, много креатива создавал. Мне кажется, что это игрок потенциально для стартового состава сборной Грузии, но нужно ему еще дать время, безусловно. Георгий Абуашвили пока даже не игрок стартового состава Меца, идет у него адаптация. Тоже у меня сомнения, что в старте его можно выпускать, но на замену, я думаю, усилить эту сборную Грузии он вполне может. И знаете, совсем я забыл сказать еще про Нику Гагнидзе, который выступает в украинской премьер-лиге за команду Колос. И, знаете, этот футболист, мне кажется, тоже готов для сборной Грузии. Саньоль доверил ему 2 раза по 90 минут летом. И, наверное, он тоже может появиться в старте, но тут зависит от схемы, в которую будет играть команда Саньоля. Я не думаю, что в качестве вингера направо выпустит его Вилли Саньоль. Главная дилемма в составе сборной Грузии лично для меня – это рискнет ли Вилли Саньоль сыграть 2 центральных защитника. Он эту схему наигрывал и в матче с Арменией, и в товарищеских матчах летом. У меня, конечно, нет ответа на этот вопрос, но давайте рискнем предположить, что он так сыграет. И в таком сочетании, конечно, в воротах Георгий Мамардашвили, в центральной зоне Гурам Каши и Лука Лочошвили, по краям Георгий Цитаишвили и Отар Какабадзе. В опорной зоне, я думаю, что здесь сомнений меньше всего, это Георгий Кучорашвили и Анзор Меквабишвили, футболисты, регулярно играющие в своих командах, прогрессирующие в своих командах. Анзор вообще может пробиться тоже в Еврокубке, причем его университете идет, даже вот Истанбул Башакшехир обыграли на выезде 2-1, совсем скоро будет ответный матч.
Под нападающими рядом с вингерами Отар Китаишвили, по краям Хвича Кварацхелия, и рискну предположить, что Георгий Гулиашвили. Можете со мной поспорить в комментариях, если считаете, что кто-то другой достоин этой позиции. Ну и в атаке, очевидно, Жорж Микаутадзе, и там уже будет зависеть от того, как игра сложится. Полный стадион, Тбилиси, я думаю, все будут гнать команду вперед, все будут требовать результата, требовать победы. Ну и если Грузия забьет первой, я думаю, что все у нее будет хорошо, потому что вот эти контратаки, которые умеет делать команда Саньоли, мы все про них прекрасно помним. Главное, чтобы Мамардашвили там не ошибался на выходах, ну и вот это вот отсутствие игровой практики никак не сказывалось. Ну а там по ходу матча можно и Зевзивадзе выпустить, можно дать шансы и молодым ребятам, и Абуашвили в том числе. Я думаю, что варианты есть, и Давидашвили может игру усилить. Главное, чтобы все было в порядке у Мамардашвили, и Кварацхелия все-таки был готов к этим играм. От него зависит очень многое. Пишите, что считаете вы. Я напомню, что как только 1000 лайков наберет это видео, я буду снимать уже следующее про Еврокубки и какие грузинские футболисты там будут. А там их будет немало, скажу сразу. Подписывайтесь на канал, 20 000 подписчиков совсем рядом. Ну, еще для вас эксклюзив за то, что вы досмотрели до конца. Такая интересная новость. Я поеду в Ереван на матч Армении и Португалии. Будут эксклюзивные репортажи, предматчевый день, матчевый день. Друзья, будет офигенно. Конечно же, подписывайтесь и до новых встреч.